Эмилия Пономарев из студии Волока де Мазель предлагает вашему вниманию видеомастер-класс по валянию аксессуара «Роз много не бывает». Вот эту серую розу я сделала на этом шаблоне. Мне было важно, чтобы основание шаблона было шире, чем макушка, чтобы уходило как бы в конус. Я хочу сейчас сделать розу другую, чтобы показать вам, что любой произвольной формы шаблон годится для этого цветка. Важно, чтобы основание было чуть выше, чуть шире, чем макушка. Я не люблю рисовать маркером, потому что стирать нужно их, грязь, не экологично, поэтому я рисую нитками, это быстро. Я так привыкла. Для симметрии шаблон сложила вдвое. Но для цветка совсем не обязательно сохранять симметричность. Выкладываю нитку. Когда меня устроит, я ее передвигаю. Когда меня устроит, я режу по нитке, как будто вот контур моего рисунка. Плотность шаблона здесь не принципиальна. Итак, размер шаблона у меня 64 сантиметра и по ширине 44. Я снова ниткой расчертила, как будет распределяться цвет. У меня остатки зеленого пойдут в основание. Основного зеленого у меня не хватает. Я решила, что дно цветка не будет видно, поэтому на дно положила, какой есть зеленый, какого больше. А вот этого у меня мало. Может быть, хватит. Положил, он будет здесь идти, он будет выглядывать на цветок. Остатки красного посветлее. Я привыкла работать с шерстью, какая есть. Вот мне нужны цвета. Я хочу сказать, что красная, зеленая, она совершенно уже подваленная. И это будет видно по волокну. Желтая более свежая. Нитки можно двигать. И я начинаю раскладывать. У меня и так получается два оттенка зеленого, такой защитный и травяной, два оттенка красного, два оттенка желтого. Совсем светло-желтого, он цвет ванила называется. Но и в одном цвете будет хорошо цветок смотреться. Раскладка елочкой, потому что на каком-то этапе нам придется войлок тянуть. Войлок не должен быть тонким, как шарфик. Все-таки мы делаем структурный войлок. Он должен хорошо форму держать, не деформироваться. Поэтому и не очень плотный. Очень плотный будет глазу грубовато смотреться. И вот тут я вспомнила, что пора бы перейти к зеленому основному. Но зеленый покажет другой оттенок. Если покажет, это не беда. Все-таки это зеленый. Тонкие концы закрывает предыдущий ряд. Все равномерно сольется. Красный. Можно было бы положить тонкие волоски, закрывающие зеленый. Но мне важно, чтобы была граница. Зеленый цвет, переходя через красный, покажет какую-то, мне показалось, грязь, поэтому тупой конец пасмы идет к тупому, будет более четко граница перехода цвета. Диффузные края идут наружу. Посмотрите, пожалуйста, что длина волоса, шерсти очень короткая. У подваленной шерсти ее туго выдергивать, и у нее очень короткий волос. Но это не значит, что проект не получится, просто медленнее пойдет раскладка.
Продолжаю выкладывать красный другого оттенка по такому же принципу. Красный я хотела, чтобы был немного, он как будто бы должен быть как край у лепестка, буквально намек. Основной цвет, конечно, желтый. Когда вы решите, какой цвет вам для цветка выбрать, возьмите розу любимого цвета, поищите картинки, и вы увидите, какие цвета присутствуют. Ну, мы знаем, что желтый с красным дадут оранжевый, очень даже хорошо. Будет больше оттенков в цветке. И точно так же елочкой продолжаем раскладку. Желтый на светлом фоне, плюс еще подсветка, кажется ядовито-желтым. Посмотрите на желтый цвет шерсти на черном фоне, на столе. Вот там его настоящий, такой сочный цвет. И вот он последний, должен быть серединка цветка, шерсть цвета ванила. Вот здесь в углу, где шерсти будет скопление, я тоньше выкладываю раскладку, потому что на конусе она начинает скапливаться. Сбрызнули из пульверизатора, чтобы только присмирить шерсть. И через марлечку, через сеточку притираем. Я не начинаю тереть небольшим размахом. Сначала просто проталкиваем воду, мыло через все слои. И потом мелкие движения руками. Руки как бы повторяют движение виброшлифовальной машинки. Все промокнули, воду распределили и переворачиваю на другую сторону. Ну, понятно, что здесь буду делать то же самое. Я уже нитками здесь не рисую, мне они не нужны, потому что цвет шерсти просвечивается. И опять, это не геометрия, мне не нужно идеальные линии, идеальное повторение цвета на этой стороне. Это цветок, он живой. Можно так завернуть шерсть одним махом. Я ее слегка натягиваю. И на эту сторону переходят диффузные края шерсти, поэтому не будет так много складок. Постарайтесь тоже класть диффузные края. Можно по одной прядке заворачивать. Я не просто их заворачиваю, я их слегка натягиваю на шаблон. Если есть складки, мы их распределяем. Разбиваем складки. В некоторых местах на сгибе вы увидите абсолютно лысые места. Шерсти не хватает. Вот где-то лысый зеленый, где-то красный. И я подкладываю, перед тем, как класть основную раскладку, я подкладываю, чтобы компенсировать равномерность по всей поверхности. Плотный край пасмы идет к основной раскладке, а диффузный, чтобы не утолщать волок на сгибе, я отправляю на ту сторону. И уже готово к основной раскладке. Точно так же елочка. У меня диффузный край пасмы ложится на шерсть, которая пришла с той стороны, поэтому не будет толщины. Вот. Так выглядит вся раскладка. Не забудьте красный положить тупой конец пасмы к тупому концу зеленому. Здесь можно прожужжать, если хотите, но слишком маленький проект, чтобы жужжать. У кого-то травмируется плечо из-за машинки.
Я жужжу в крайних случаях. И этот цветок не крайний случай. Очень часто спрашивают, сколько нужно, чтобы было мыла. Это, конечно, с практикой приходит ощущение, сколько мыла. Вот вы когда мылите руки, вы же не спрашиваете, сколько должно быть мыла. Точно так же это придет с опытом. Сколько должно быть мыла? Все притираем, чтобы не было пузырей на пленке. На другую сторону перевернули. И снова натягиваем слегка шерсть на эту сторону. Видите, тонкие концы пасмы, диффузные края пасмы, они не дадут толщину. И их легче переворачивать, они не дадут вот такой вот оригами, такой волок, сложенный в несколько слоев. Если хотите, можно декорировать волокнами. Но волокна очень часто дают подвижность войлоку, дают дополнительную толщину. Мне подвижность не нужна, мне нужна стабильность. Дополнительные волокна или ткани, не шерстяные, что вы там добавляете, конечно, сдерживают и усадку, и дают подвижность. Мне нужна структурность в этом проекте, чтобы цветок держал форму. Я катаю по 50 раз в 4 направлениях с одной стороны, 50 раз в 4 направлениях с другой стороны. Если много воды, она выйдет через открытые пленки. Пятьдесят раз это короткий цикл валяния. Мне не нужно завязывать рулон. За короткий цикл валяния шерсть стабилизируется хорошо. Я ее притерла до этого. И стабилизируется. И это времени недостаточно, чтобы образовались рубцы на сгибах шаблона. Я уже вижу, что шаблон подсаживается и готова резать. Итак, я порезала, то есть покатала 4 цикла с каждой стороны по 50 раз. Булавками отметила, где я буду резать. Ножницы, конечно, не любят мокрую воду, но всегда вытирайте. У меня ножницы нержавеющие, и все равно я их вытираю. Большие ножницы дадут большой рез. Берегите ваши инструменты. Даже булавки вытираю. Перед тем, как снять с шаблона, мне нужно убедиться, что рубчик не свалялся. Я его разминаю, разбиваю, открываю по всему периметру. Разрез должен быть у отверстия достаточный, чтобы ваша рука туда вошла. Если у вас все же образовались складки, рубчик пошел, начните волок растягивать. Начните бережно. У меня этого не случилось. Поэтому говорю, что короткие циклы валяния не дадут волоку сцепиться. Но это достаточно, чтобы волок стабилизировался. Перед тем, как вытащить шаблоны, я укрепляю под этим притиранием отверстие. Иначе оно сейчас сильно растянется. Видите, отверстие меньше, чем самая широкая часть шаблона. Складываю шаблон как бы и вытряхиваю. За волок мы не тянем. И он настолько прилип к шаблону, что оказывается выворачивается наружу, внутренней стороной наружу. Снова проверяю рубчики. И до конца я буду работать на изнаночной стороне. Поскольку на войлоке у нас нет защищающих шерсть растительных волокон, чтобы он не ворсился, то я работаю в перчатках, чтобы шерсть не ворсилась. Расправляем, как будто у нас есть шаблон. Я вот ничего не сделала, а уже краешек, открытый срез, начинает заворачиваться. Чтобы увидеть отверстие, не потерять его,
Я положила перчатку, мне труба не нужна, но что-то нужно. Я сложила сеточку. Видите, какой плотный войлок? Он уже даже еле выпускает воздух. И опять-таки короткие циклы войлоку не дадут сцепиться. Я работаю без лакератора и без пленок между э, слоями шерсти. Я валяю здесь по 30-40 раз. Это не принципиально. Не больше 50. И после каждого раза я снова проверяю рубчики. Я могу сказать, что до конца я буду валять в рулоне. Это называется валяние в плоскости. Но когда мой волок на руке, он тоже валяется объемно, но очень бережно. Я его еле двигаю, я еле поднимаю, приподнимаю работу, она, да, лежит на столе. Это тоже элемент объемного валяния. И вот чуть-чуть поваляла объемно на руке, и уже начинает закучерявиться открытый срез. Снова проверяем. Я называю такой волок без тормозов. Почему? Потому что волокна, ткани, шаблон, они сдерживают усадку. А здесь ничего его не сдерживает, не тормозит усадку. Ну, это для себя так называю. И он будет садиться. Волок уплотняется, и мне уже пора пустить в ход массажерчик. Это мой первый массажер, ему уже больше 12 лет. Кусочек доски обмотала кусочком коврика из ванны и веревкой затянула. И он до сих пор держится. Я напомню, что я работаю на изнанке. Почему я выбрала валяние в плоскости? Валяние в плоскости – это притирание рукой, массажерами, виброшлифовальная машинка. Гляньте, какая усадка пошла. Это очень быстро. Я практически валяю вживую. Почему выбрала валяние в плоскости? Потому что у меня нет поводов применять объемное валяние. Объемное валяние применяется, чтобы фактуру показать, чтобы дать вологу подвижность, чтобы он драпировался, там шарфик, платье. Мне этого не нужно. Я его притираю о икеевскую пленку. Икеевская пленка покрыта мешком полиэтиленовым. Он лучше скользит. Почему-то мне кажется, что просто икейка, она как-то вот дерет войлок. И вот сейчас я уже без сеточки в качестве палки. Вот. Но в войлоке еще много мылой воды, она скользит. Вот сеточка, я делаю массаж. Вот так, примерно вот так вот делаю массаж. Но это все происходит быстро. Вот это вот массажные движения для волока с катанием комбинированные. Это и объемное, и валяние в рулоне. Я уже не проверяю рубцы, потому что не переживаю, что сцепится. Но это не значит, что я не буду с ними работать. Можно катать в руках. Если работа стала меньше и меньше, маленькая, она помещается в ладонях. Вот. Можно так покатать. Напомню, что я работаю с изнанки. Притирание массажным массажером – это валяние в плоскости считается. На руке работа движется, волок уже плотный. Это валяние в объеме. Меня очень удивило, откровенно скажу, насколько быстро садится волок, если нет сдерживающих факторов. Мне в структурном волоке очень важна гладкая поверхность, поэтому катание
В рулоне валяние обеспечивает гладкую поверхность, подвижный войлок. Ну, плюс еще раскладка поможет нам растянуть войлок. Ее еще называли и называют трикотажная раскладка. Здесь я уже больше работаю не с рубцом, с краем, со сгибом, сколько выглаживаю всю поверхность. И вот у меня войлок сел вдвое, даже больше, по длине и по ширине. Была длина 63 на 44. Я его сполоснула, он у меня мокрый практически, я не выжимала, даже полотенце внизу мокрое. И почему мне нужно мокрое? Мокрый волок легче и формировать. Я побрызгала, не получилось, и даже вот ливанула туда воды много, и вода стоит на мокром войлоке. Мне нужна серединка, беру просто шарик, внутрь затолкала. Шарик можно оставить там, можно взять даже какую-то бусину или пуговицу, что вы хотите, и завязываем. Завязывая вот этот шарик, у нас уже как в шиборе образовываются складочки. Завязываем туго, шарик не должен выскочить, как будто вы хотите нитку стянуть. И шарик очень хорошо выделит центр цветка. И вот от этих вот складочек мы начинаем формировать войлок. Я взяла вот эту пенку, и когда формирую цветок, он не должен двигаться. Мне нужна стабильность его, потому что, ну вот, нужна стабильность. Иначе он будет убегать. Я пальцем, если видите, левой руки вытаскиваю войлок из-под низу, как бы так прокручиваю, вытаскиваю. Мне нужно сделать вот это отверстие минимальным, чтобы больше войлока пошло на лепестки, на цветок. А там нам войлок не нужен. По периметру булавками заколола. И вот 4 направления уже нам гарантированы. Можно, конечно, начать складывать и с периметра, но мне легче показалось с центра. Я бы сказала, что этот процесс очень не такой быстрый, как вам покажется по видео. Я несколько раз переделывала, мне не понравилось. Сделала так, сделала сяк. Здесь важно, чтобы вы подтягивали, растягивали свой войлок. Он будет удлиняться, он будет форму держать. Видите, зеленый виден совсем чуть-чуть, красный как будто там выглядывающий контур, и мягко оранжевый переходит в желтый. Но пока работа мокрая, а, она не показывает свой настоящий цвет. У меня булавкой зафиксирован цветок. Посмотрите, не поцарапайте свой стол. Я проверила с изнанки, не проходят ли булавки на ту сторону. Я вытаскиваю руками, пальцами волок снизу, чтобы перенести больше цвета зеленого и шерсти на поверхность. Это я делаю периодически. Чем больше сложен цветок, тем больше возможности вытащить его из отверстия. И когда мы вытаскиваем цветок из-под отверстия снизу, то мы понимаем, что отверстие уже, чем самое широкое место цветка. И шерсть, выйдя наверх, она как бы сдавливает цветок к центру, потому что там уже, чем самое широкое место цветка. Нам лишние складки, лишние пупырышки не нужны. Вот такой получился цветок. Если сравнить с серым
да с любым. Вы никогда не повторите точно такой же цветок. Растягиваем, заворачиваем спираль. И потом булавками, когда меня устроит, я вот сейчас в центре булавку вставляю. Вы знаете, мои шарики я не могу проколоть. Вот, не могу. Я вытаскиваю, когда вытащила максимально. А, Когда довольна тем, как сложен цветок, я его закалываю булавками и оставляю сушить. И вот наш цветок высох. Дайте ему время высохнуть. Все-таки у нас плотный волок, плюс он еще сложенный вдвое. И вытаскиваем булавки. Они не все видны сразу, держат плотно цветок на пенке. Покрутите его, чтобы повернуть к себе более приглядной для вас стороной. Вот так выглядит обратная сторона. Можно взять булавочку и пришить его, чтобы цветок прикалывался. И это может быть хорошим арт-декором для вашего дома. Вы сами решите, куда такую красоту определить. Конечно же, снимаем нитку, которая сдерживала шарик. Шарик можно оставить. Спираль, которая заворачивалась в самом начале, она очень хорошо держит шарик, он не выпадет. Вот такой получился у нас цветок. Большое спасибо, что вы были с нами. Всего доброго. Делитесь своими проектами.